Армения хочет приобрести индийские ракеты «Пралый» для противодействия израильским ЛОРА. Отметим, что ракеты DRDO являются ультрасмертоносной. Сообщаемый интерес Армении к приобретению индийской ракеты «Пралый» является прекрасной возможностью для Индии. Контракт на экспорт «Пралый», следующий за экспортом ракеты «Брамос», вероятно укрепит имидж DRDO как экспортера ракет. Действительно, за десятилетия упорных усилий DRDO приобрело возможность разрабатывать все типы ракет, и пришло время извлечь выгоду из этих с таким трудом приобретенных возможностей. Учитывая, что процент отечественных компонентов в ракете «Пралый» будет намного выше, чем процент отечественных компонентов в варианте «Брамос», экспортируемом на Филиппины, доходы Индии в расчете на одну ракету будут намного выше. Армения стремится противостоять азербайджанской ракете «ЛОРА». Сообщается, что Армения хочет приобрести «Пралый», чтобы противостоять потенциалу, приобретенному Азербайджаном посредством покупки баллистических ракет «ЛОРА», разработанных Israel Aerospace Industries. «ЛОРА» — это квазибаллистическая ракета оперативного назначения с дальностью полета 400 км и КВО, круговой вероятностью ошибки 10 метров при использовании комбинации GPS и телевидения для конечного наведения. «Пралый» — это мобильная баллистическая ракета класса Земля-Земля контейнерного базирования SRBM Short Range Ballistic Missile с дальностью от 150 до 500 км. Она была разработана на основе ракеты Prysvy от системы PRO DRDO. Ракета движется к цели с помощью инерциального наведения. Ею можно управлять на протяжении всего полета. «Пралый» оснащен радиочастотной ЦМЭК, головкой самонаведения для конечного наведения. Ракета оснащена разработанным в стране куполом радара из сплавленного кварца, радом. Значительное повышение эффективности современных систем противовоздушной обороны сделало удары пилотируемых самолетов в спорном воздушном пространстве гораздо более опасными, чем прежде. Одним из важных уроков продолжающейся войны в Украине является то, что тактические баллистические ракеты более эффективны для пресечения действий противника на поле боя, противовоздушной обороны и нанесения стратегических ударов, чем крылатые ракеты воздушного базирования. В Украине даже низколетящие российские крылатые ракеты-невидимки столкнулись с высокими показателями потерь при пролете через спорное воздушное пространство. Больше половины крылатых ракет России были сбиты со стороны Украины. Для относительно небольших стран, таких как Армения, тактические баллистические ракеты являются лучшим и более дешевым вариантом сдерживания противников, чем развертывание истребителей с крылатыми ракетами. Армения может стать первой страной, проявившей интерес к индийской тактической баллистической ракете, но скорее всего не последней. Пока неизвестно, проявила ли Индия интерес к экспорту ракеты. Индия еще не приобрела «Пралый» для использования своими силами. 25 декабря 2022 года агентство АНИ сообщило, что Министерство обороны одобрило закупку около 120 баллистических ракет «Пралый» для армянских вооруженных сил. Интересно, что согласно сообщениям, во время выставки Аэро Индия в июне 2023 года индийская компания Bharat Electronics подписала меморандум о взаимопонимании с израильской компанией о производстве «ЛОРА» в Индии по лицензии. Пашинян и Алиев отправились в Лондон. Лидеры Армении и Азербайджана приглашены на 4-й саммит Европейского политического сообщества, который пройдет завтра в Великобритании. Премьер-министр Пашинян сегодня уже отбыл в Лондон. По данным азербайджанских источников, Ильхам Алиев также примет участие в саммите Европейского политического сообщества. Как сообщает ИА Туран, по неофициальным данным, в рамках саммита состоится встреча высокопоставленных представителей Азербайджана и Армении. Сегодня по решению премьер-министра Пашиняна в Лондон отправляется также секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Встреча Пашиняна и Алиева в рамках этого саммита уже состоялась дважды. В первый раз это было в Праге в 2022 году, когда стороны заявили,
что признают территориальную целостность друг друга в рамках Алма-Атинской декларации 1991 года. Во второй раз, в июне 2023 года, Пашинян и Алиев встретились в Кишиневе. А встречу, состоявшуюся в Гранаде в октябре прошлого года, Алиев бойкотировал, отмечает Азатутюн. Европейский Совет утвердил предложение начать переговоры вокруг либерализации визового режима с Арменией. После нескольких лет переговоров 17 июля в Брюсселе Европейский Совет в конце концов утвердил предложение Еврокомиссии начать переговоры вокруг либерализации визового режима с Арменией, сообщает радиостанция «Свобода». После одобрения 27 стран-членов вопрос будет передан в Европейскую комиссию, которая и объявит, когда именно начнутся переговоры, какая программа действий будет представлена Еревану, заявил редактор по вопросам Европы Рикард Язвяк. Это означает, что будут представляться ежегодные отчеты о предпринятых шагах, это продолжится в течение нескольких лет. В случае некоторых стран, например, Молдовы, это заняло от 3 до 4, Грузии 5, Украины 9 лет. Переговоры с Турцией ведутся уже свыше 10 лет, поэтому каждая страна проходит этот путь по-разному. Это начало процесса, для завершения которого необходимо время. В принятом сегодня решении по Армении говорится, что требование по части виз будет отменено только в случае полного соблюдения всех критериев. По словам Язвяка, Брюссель, как правило, выдвигает 4 основных требования от управления границами до борьбы с организованной преступностью и коррупцией. В основном речь идет о внутренних вопросах безопасности документов, границ. Право принятия окончательного решения в этом вопросе имеют 2 структуры. Первая – Европарламент, в котором у Армении имеется необходимая поддержка, вторая – страны-члены. Все 27 вместе должны дать свое согласие, что не всегда легко, поскольку сейчас в Европе началось движение против нелегальной иммиграции, пояснил собеседник СМИ. По скриптум. Тут нужно еще добавить, что по всей Европе проснулось правое движение. Как полагается, правые – это консервативные люди, которые не любят всякое новое и стараются сохранить свою национальную идентичность, веру, традиции и принципы. В связи с этим, для Армении это не очень хорошо, потому что для Европы мы наполовину считаемся как иммигранты. Нас только одно спасает в отношениях с Западом, что мы христиане. Подписывайтесь на наш канал и пишите ваше мнение в комментариях.